Всем привет! Если вы не рыбак, то пропускайте это видео. А если вы рыбак и еще любите ловить карпа, эта информация будет вам полезна. Смотрим дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Очень часто мы приходим на свое любимое место, настраиваем глубину и ловим рыбу. Но в зависимости от времени дня рыба перестает клевать. Уходить с места уже не хочется, хочется поймать еще что-нибудь, и мы начинаем менять глубину на леске, и при этом ищем другие места. Но при этом зачастую возвращаемся на то же самое место и пытаемся выставить ту же самую глубину, на которой у нас были поклевки. Что в этом варианте не всегда удается. Есть у рыбаков много разных вариантов, как поставить метку или маркер на самой леске. Сегодня я именно это вам и покажу, так как пользуюсь этим вариантом очень часто. Каждый день, когда я иду на рыбалку, я знаю, на какой глубине я буду ловить и в каком месте. То есть и всегда именно уже довольно испытанное хорошее место и хорошая глубина, отмеченная на леске, каждое утро без труда начинается с быстрых поклевок, потому что я уже знаю, на какой яме стоит и где рыба. Так что сейчас я поделюсь теми методами, которые чаще всего использую сам и хочу посоветовать вам. Один из самых распространенных методов — это поставить черным маркером вот такую полосочку. Дать ему просохнуть. Маркер должен быть перманентный. И в принципе такая полоска очень хорошо выручает зачастую, но ее как бы совсем не очень надолго хватает. Есть, конечно, еще один вариант. То есть мы используем белую вот такую меточку, но ей надо дать высохнуть чуть подольше. Такие метки мне белые больше нравятся. В каком плане? Вечером их гораздо лучше видно, быстрее бросаются в глаза, и на фоне воды в вечернее время довольно заметно, очень хорошо. Еще один вариант — это всем известная синяя изолента. Я отрезаю где-то порядка всегда 3 сантиметров, обрезаю так, чтобы не мешало передвигаться по плавку. И такая изолента, она обязана быть у каждого рыбака с собой, так что здесь даже вопросов нету. Ну и один тоже из самых распространенных вариантов — это кусок, берем обыкновенный кусочек лески, лучше взять ее какого-то, скажем так, как у меня вариант зеленого цвета, перекладываем между собой, накладываем на леску и делаем такие, я буквально делаю обычно зачастую 6 витков. То есть есть, конечно, специальный резиновый маркер, так он и, по-моему, и называется, но всегда выручает те, что есть всегда под рукой, и не платим сумасшедших денег. Подтягиваем лишнее, то есть видите, он может свободно двигаться, при этом он не пережимает нигде нашу леску, то что остается. Кончики мы вот таким образом убираем, и при этом можем спокойно двигать. При этом чем сильнее затянуть, тем лучше этот кончик будет держаться. То есть сдвинуть можно, но как маркер это один из таких вариантов, которые, я думаю, вам будет полезны. Так что, кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. И до новых встреч на озерах и реках страны. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.